Привет, друзья! Это юрист Валерий Табаков, и сегодня у нас большой обзор. 8 мировых новостей, от которых хочется схватиться за голову. Садитесь поудобнее, потому что планета в июне 2026 года снова выдает такое, что даже опытному юристу иногда сложно поверить в происходящее. Итак, поехали. США нанесли удары по Ирану после того, как президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в сбитии американского вертолета над Ормузским проливом. Корпус стражей Исламской революции КСИР в ответ заявил об атаках по целям на американских военных базах в регионе. Американские военные начали удары во вторник в 17:00 по восточному времени, 22:00 по британскому летнему времени в ответ на сбитие вертолета. Это сообщило Центральное командование США. Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию, говорится в заявлении CENTCOM, Центрального командования США. Американские военные позже уточнили, что в ответ на сбитие американского вертолета в понедельник были атакованы системы ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции Ирана. Спустя 3 часа после начала серии ударов Центральное командование США сообщило о завершении миссии. Израиль в среду нанес массированные удары по югу Ливана, несмотря на приостановку США бомбардировок Ирана и заявление Пакистана о том, что военные действия на этом фронте также должны быть приостановлены. Министерство здравоохранения Ливана вечером сообщило, что в результате обстрелов погибли по меньшей мере 112 человек и 837 получили ранения. Удары были нанесены спустя несколько часов после объявления о перемирии между США и Ираном. Израиль обстреливает позиции Хезболлы и предупреждает население юга Ливана о необходимости эвакуации. Все это происходит на фоне неопределенности относительно того, распространяется ли соглашение о прекращении огня на военные действия Израиля против Хезболлы в Ливане. Регулярные залеты украинских беспилотников в Эстонию, Латвию и Литву обостряют и без того напряженные отношения этих стран с Россией. Москва обвиняет страны Балтии в предоставлении Украине воздушного коридора для ударов по российским объектам и утверждает, что Киев якобы готовит атаки по российским тыловым регионам с территории Латвии. Балтийские политики отвергают обвинения России и возлагают на нее ответственность за сложившуюся ситуацию. Первопричиной они называют развязанную российскими властями войну с Украиной, а появление украинских дронов в небе над Балтией связывает с тем, что Россия якобы умышленно перенаправляет их на соседнюю территорию с помощью средств радиоэлектронной борьбы, с чем в действительности связаны участившиеся случаи вторжения украинских беспилотных летающих аппаратов в воздушное пространство Балтии. Трудно сказать, ситуация вызывает много вопросов, и не на все можно дать простые ответы. До начала чемпионата мира по футболу осталось всего несколько дней. Долгожданное событие пройдет в 3 странах – США, Канаде и Мексике. В соревнованиях, которые состоятся впервые в истории, примут участие 48 команд. Турнир стартует 12 июня в столице Мексики, Мехико. Помимо всех эмоций и того, что вот-вот произойдет на полях,
Большой интерес вызывают некоторые политические вопросы, связанные с чемпионатом мира. Среди них отношения между двумя личностями, играющими ведущую роль в проведении чемпионата: главой государства США Дональдом Трампом и президентом Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино. Еще до начала чемпионата мира по футболу одно событие в конце 2025 года остается предметом жарких дебатов и символизирует необычайно тесные отношения между Трампом и Инфантино. В декабре глава футбольной федерации вручил президенту США недавно учрежденную премию мира ФИФА. Жест, который многие восприняли скорее как политический ход, чем как признание конкретных достижений, так и не получив столь желанную Нобелевскую премию мира, Трамп нашел своего рода альтернативу в лице ФИФА и Инфантино. Таким образом, они красноречиво продемонстрировали, что являются близкими союзниками. На фоне длящейся уже 3 года войны Судан переживает крупнейший в мире гуманитарный кризис. 34 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. 21 миллион человек лишены доступа к медицинскому обслуживанию, а систематические нападения на объекты здравоохранения усугубляют положение системы здравоохранения и без того работающей на пределе возможностей в контексте массового голода и вспышек болезней. Согласно оценкам, по состоянию на 2026 год более 4 миллионов человек страдают от острой недостаточности питания, что повышает риск болезней и осложнений. Вспышки заболеваний носят массовый характер в ряде провинций, включая Эль-Джазиру, Дарфур, Гедареф, Хартум, Кордофан, Северный Нил и Белый Нил. Зарегистрированы случаи малярии, денге, кори, полиомиелита, гепатита Е, менингита и дифтерии. Силы безопасности Нигерии в ходе спецоперации освободили 360 мужчин, женщин и детей из горного убежища в штате Борно, где они удерживались боевиками. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные военных, 2 детей, находившихся в плену, погибли от истощения и из-за суровых условий содержания, сообщили они. Согласно информации, жители удерживались членами группировки Джаз, основной фракции Боко-Харам, в глубине гор Мандара в южной части штата. Они были похищены из различных населенных пунктов в этом районе в течение определенного периода времени. Отмечается, что спасательная операция была проведена объединенной оперативной группой, включая спецназ, который вынудил боевиков Джаз бежать. Правительство Нигерии на протяжении многих лет сталкивается с угрозами безопасности, в частности, массовыми похищениями людей местными бандами, расширением деятельности вооруженных группировок, конфликтами между скотоводами и земледельцами. Девять ядерных держав США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль в 2025 году продолжили программы модернизации и совершенствования своих ядерных арсеналов, причем большинство из них развернули новые ядерные или ядерноспособные системы вооружений, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира, обнародованном в понедельник, 8 июня. Как отмечается в докладе, из общего мирового запаса примерно в 12 187 боеголовок по состоянию на январь текущего года
около 9745 находились в арсеналах для возможного применения. При этом около 4012 были развернуты на ракетах и самолетах, а от 2100 до 2200 находились в состоянии высокой боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все они принадлежат России и США. Теперь о политических процессах и давлении по всему миру. От стран с управляемой демократией до западных столиц везде одно и то же. Неудобных давят, процессы превращаются в инструмент, а независимые голоса пытаются заглушить. Как юрист скажу, когда право становится оружием власти в мировом масштабе, то это уже не право. Друзья, мир кипит, а мы продолжаем следить за каждым шагом. Пишите в комментариях, какая новость вас возмутила и удивила больше всего. Какие темы можно разбирать глубже в следующих выпусках. Я, Валерий Табаков, юрист, который называет вещи своими именами. Подписывайтесь, ставьте лайк, и если не боитесь правды. Следующий обзор скоро. Все будет еще жестче. Берегите себя и свои права. До встречи.